В этом видео мы обсудим с вами тональную основу The One Illuskin с эффектом сияния. Поговорим о преимуществах, формуле, покажу вам все 6 оттенков, сравню с предыдущей версией тональной основы Aqua Boost, нанесу на лицо, расскажу впечатления и кому она подходит. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, если вам все это интересно, поехали! Светоотражающая тональная основа, которая мгновенно скрывает и выравнивает мелкие морщинки, выходит в 6 оттенках. Она придает коже свежее сияние, прохладу, имеет стройную защиту от пота, благодаря этому не тает и не выцветает в течение 12 часов. Подходит для использования в области вокруг глаз и для чувствительной кожи. Приходит в картонной упаковке цвета светлой фуксии, на котором мы видим логотип Oriflame, тисненный логотип The One Stockholm, название тональной основы с серебристыми буквами, объем 30 мл, страна-производитель Польша, и с момента вскрытия срок годности тональной основы 12 месяцев. Мы видим срок годности внизу на картонной упаковке, и здесь же вы увидите код и название оттенка. Внутри лежит флакончик, который что-то очень сильно напоминает, а конкретно тональную основу Aqua Boost. Единственное, здесь подчеркнуто, что эта основа с эффектом сияния. Буквы на флакончике имеют голографический эффект. В остальном все тот же знакомый нам дизайн тональной основы The One. Основной ингредиент линейки — это природная ледниковая вода для освежающего увлажнения. Именно это многих сбивает с толку, и люди думают, что тональная основа с эффектом сияния — это идентичная версия тональной основы Aqua Boost. Если мы посмотрим формулу и в состав ингредиентов, то вы увидите, что там гораздо проще найти те компоненты, которые отличаются, чем те, которые дублируются. Очень мало идентичных ингредиентов. Давайте таблицу я традиционно вам оставлю в паблике, чтобы вы могли посмотреть. Разбирать на составляющие даже не буду, потому что вот формула абсолютно разная. Оставили только ледниковую воду, потому что она дает ощущение увлажнения, свежести, прохлады. Многие из вас знают, что я обожаю тональную основу Aqua Boost и часто ею пользуюсь именно из-за вот этого комфорта увлажняющего. И в формуле тональной основы с эффектом сияния не просто натуральная ледниковая вода, она еще дополнительно инкапсулирована липосомами, которые освежают и увлажняют кожу. Природная вода фильтруется, обогащается минералами, медленно просачиваясь сквозь скалы и камни из швейцарского альпийского источника. За светоотражающий сияющий оптический эффект в формуле отвечают природные минералы. Именно они здесь добавлены для того, чтобы придавать нашей коже свежий вид. И также здесь смешанные HD-пигменты, которые работают вместе с остальной частью формулы, скрывая видимые дефекты на коже, включая темные круги, прыщики, неровности. И вот сегодня я посмотрю, как тональная основа перекрывает именно неровности кожи. Да и в принципе посмотрим, как она справится с неровностями рельефа и насколько сияющим будет финиш. И давайте сейчас обсудим каждый тон отдельно. Первый оттенок, который я держу в руках, 46329, ванильный нейтральный. Подойдет этот тон для обладательниц светлой кожи с нейтральным подтоном. Если у вас очень светлая кожа, то вам, скорее всего, трудно всегда выбрать тональную основу, потому что она может либо желтеть, либо уходить в розовый оттенок, наоборот, холодный. В этом случае вам нужно выбирать самый светлый оттенок, но у него должна быть приставка Natural, то есть тон должен быть именно нейтральным. И если мы посмотрим на руке, то это оттенок, который не имеет вообще какого-то золотистого подтона или персикового, розового. Это чистой воды светлый нейтральный тон. Очень интересно, тональная основа тушуется, как будто бы просто я растягиваю ее по руке. Сейчас я не использую никакие кисти, спонжи, просто пальцем пытаюсь растянуть и вижу, как она ровно и гладко скользит по коже и ложится абсолютно без пятен каких-либо и полос. Оттенок флакона абсолютно идентичен кружочку в каталоге, то есть вы можете ориентироваться по оттенку на то, что вы видите в каталоге. И если мы сравним сводч на руке с каталогом, светлый, нежный, нейтральный оттенок, который безусловно будет по душе белоснежкам, которые хотят тональную основу с эффектом сияния. Посмотрю еще, как она будет вести себя на лице.
Следующий тон 46330, это фарфоровый холодный, и это единственный холодный в данной линейке. И если мы его сравним вот с предыдущим ванильным, то вы увидите, что в фарфоровом действительно есть розовинка, и он уходит в такой персиково-абрикосовый тон. И если вы девушка светлокожая, но у вас при этом холодный подтон кожи, то вы можете смотреть вот на эту тональную основу и ее выбирать себе для макияжа. В сравнении с каталогом флакон выглядит немного ярче, немного розовее, но в целом оттенок передается верно. Если мы сравним сводч на руке с каталогом, то видно, насколько розовее тон на руке выглядит. То есть это прям такой абрикос. Вот как вам понять, что вам нужна именно фарфоровая холодная тональная основа, если у вас есть розовый такой подтон кожи, и если вы при этом легко очень обгораете на солнце, то, скорее всего, вот эта вот тональная основа ваша. Опять же, при растушевке неплохо адаптируется, и, конечно же, как холодный оттенок с розовинкой будет придавать свежесть и молодость вашему лицу. 46331, мраморный, нейтральный. Здесь, кстати, из 6 оттенков 4 нейтральных, поэтому я буду сравнивать их друг с другом. Мраморный, нейтральный чуть-чуть темнее, чем ванильный, нейтральный. Как выбрать, какой вам нужен? Если ваше лицо подсвечивает серым, вам нужен именно вот такой вот мраморный, нейтральный. То есть, если вы видите, что вы светлокожая девушка, но не совсем белоснежка. Кстати, подобный оттенок есть в линейке адаптивной тональной основы The One, и там он называется нейтральный нюд. Но в переводе в английском он называется абсолютно точно так же, мраморный, нейтральный. Если вы тем тоном пользуетесь, то рассмотрите вот это тоже себе к покупке. Если сравнить тон с каталогом, то видно, что фотосводч чуть-чуть темнее, но в целом, опять же, фотосводчи передают то, что ванильный и мраморный, они в одной цветовой гамме, только мраморный чуть-чуть потемнее. А вот сводч на руке показывает нам немного другую картину. Он делает мраморный оттенок более ярким, и даже на руке он выглядит ярче, чем первый ванильный, как будто он чуть-чуть высветлен. Поэтому вот решайте сами, на что вам ориентироваться. Ну, я бы ориентировалась все-таки больше всего на сводчи на руке. Слоновая кость 46332, нейтральный тон. И здесь мы его, конечно же, будем сравнивать с тональной основой Aquaboost, потому что у меня этот тон есть. И наносить я также буду сейчас сравнивать их два на лице. Но если мы посмотрим сводч на руке, то мы увидим, что новиночка, несмотря даже на приставку нейтральный, она немножечко уходит в рыжину. Я показывала в своем телеграм-баблике кружочки сводчей на руке, и вот там очень явно видно, когда солнышко выходит и все вот уходит в такой в тепло-золотистый цвет на руке, то они прям вот очень-очень похожи. Но как только солнце уходит и мы видим рассеянный свет, то становится явно видно, что у слоновой кости Aquaboost был сероватый подтон, а новиночка чуть-чуть теплее все-таки. В сравнении с каталогом слоновая кость, несмотря опять же на то, что заявлена нейтральной, все равно она выглядит чуть-чуть рыжеватой. Но опять же в меру. Если вы любите слоновую кость, я думаю, что сильно разницу вы не заметите. Это я уже вот так как обзор снимаю, вот прям до деталей разбираю. И сводч на руке тоже вот абсолютно соответствует фотографии в каталоге. Так как я сама использую слоновую кость, мне кажется, что все, кто ею пользуется, знают, кому она подходит. Но давайте все-таки проговорим. Если у вас светлая кожа, но вы не белоснежка, и ваш тон кожи не уходит ни в розовый, ни в желтый, то есть вы идете вот в нейтральной гамме, и вот как вас отличить от белоснежки, которым нужны более светлые оттенки, это у вас есть такая черта, вы не обгораете. То есть у вас светлый тон кожи, но когда вы выходите загорать, то ваша кожа просто становится смуглой, и вы приобретаете красивый загар. Вот тогда в этом случае вам подойдет тональная основа слоновая кость. Давайте рассматривать следующий, тоже нейтральный тон, как он заявлен, бежевый нейтральный. Ну, мне кажется, бежевый
бежевый по определению не может быть нейтральным, и эту тональную основу я рекомендовала бы девочкам, которые уже имеют более смуглый тон кожи. Опять же, он не уходит ни в розовый, ни в желтый, ни в золотистый, и вы также легко загораете, не обгораете, и вот тогда смотрим на бежевый тон. Ну, по сути, если вы зимой пользуетесь слоновой костью, то в лето вы уходите вот в этот бежевый оттенок, как я, наверное. Если мы сделаем сводч на руке, этот оттенок чуть-чуть более желтый, более рыжий, чем предыдущая слоновая кость. Фотосводч практически идентичен баночке. На руке выглядит тональная основа более яркой, чем фотография в каталоге. Но здесь вообще, мне кажется, вот нижние 3 оттенка, они прям очень близки по гамме, поэтому ориентируйтесь вот на сводчи на руке. Здесь они прям максимально отличаются один от другого. И единственный теплый оттенок в данной линейке — это 46334 бежевый теплый. Вы выбираете его в том случае, если ваша кожа без макияжа имеет золотистый либо оливковый оттенок, и у вас более темный тон кожи, и вы очень легко загораете. Ну, по большому счету, это самый темный оттенок коллекции, а все тональные основы в последних вот этих тонах, они уходят, конечно же, в теплый цвет. Я вижу, что 2 бежевых очень похожи. В сравнении друг с другом, конечно же, вы видите разницу, что последний бежевый теплый, он более темный, а предыдущий действительно рядом с теплым бежевым выглядит нейтрально. Если мы сравним флакон с фотосводчем каталога, то здесь полное просто попадание. Такое ощущение, что они фотосводчи делали с фотографий флаконов. Но сводч на руке чуть-чуть ярче, но в принципе тоже этот оттенок можно выбирать по картинке из каталога. Вот такие мои впечатления от оттенков. И теперь я хочу нанести на одну сторону лица тональную основу с эффектом сияния The Vanilla Skin, а на другую тональную основу Aqua Boost и сравнить финиш, потому что здесь он был заявлен как влажный, а здесь мы должны получить сияние. Вот сейчас и будем сравнивать. Заодно еще раз посмотрим, насколько отличаются оттенки. Тона у меня на лице сейчас совсем нет, и есть неровности цвета, поэтому буду сейчас смотреть, насколько хорошо эта основа перекрывает. И давайте традиционно мы делаем вот такой вот сводч. И вот так выглядит тональная основа слоновая кость. В принципе, очень комфортная текстура. Чувствуется уже сразу этот увлажняющий эффект. Аромат очень нейтральный, ненавязчивый. Мне кажется, что если вы даже придирчивы к ароматам, он должен вам понравиться. Хорошо перекрывает, я вот сразу же вижу с первого нанесения. Тональная основа не подчеркивает рельеф кожи, так как у нее увлажняющая формула, вы можете совершенно спокойно пользоваться ею, если у вас есть какие-то шелушения, раздражения на коже. Она будет их закрывать за счет вот этой самой природной ледниковой воды. Я вижу, что неровности цвета перекрываются, и лицу очень приятно. В принципе, ощущения такие же у меня, как от нанесения тональной основы Aqua Boost. Я вижу, что полупрозрачное здесь нанесение, то есть не плотное покрытие, и несмотря на то, что перекрываются неровности цвета, нету все равно такого вот плотного тонального слоя. Если вы любите легкий тон, то вам он подойдет. А мне вот прямо хочется взять и покрыть еще одним слоем, потому что вот ощущение как от очень-очень легкого BB-крема, как будто бы вот просто вот я взяла и такую вуаль нанесла на лицо. Если вы планируете макияж такой серьезный, вечерний, то мне кажется, что тональная основа это будет достаточно легкой. Вам лучше посмотреть в сторону более плотных основ. А на день прекрасно можно использовать для дневного макияжа. Будет у вас очень-очень естественное покрытие. Но в принципе можно наслоить, и получается перекрытие чуть-чуть поплотнее, хотя сама основа ложится прямо как вуаль на лицо. Как вам
эффект. С этой стороны ничего нет, с этой стороны вот уже нанесена у меня тональная основа с эффектом сияния. Насчет сияющего финиша, здесь очень здоровый, естественный финиш молодой кожи. Шикарно смотрится. Я бы хотела, чтобы именно вот такое сияние было в макияже на моей коже. Я когда увидела с оттенком сияния, я думаю, ну это точно не мое. Я не люблю, когда прям вот блестит лицо, а здесь мы получаем такой очень приятный эффект. Давайте сравнивать с тональной основой Aqua Boost предыдущий. Возможно, если вы будете смотреть это видео позже, это будет уже вам не актуально, но девочки, которые переходят с Aqua Boost, они эту информацию хотят услышать. Вот смотрите, я провожу полосу, и я вижу, что здесь вообще нет ни капли, ни намека на какую-то желтизну, рыжину. Кстати, аромат совсем другой. Вот здесь его практически не ощущается, а у Aqua Boost более яркий, выраженный аромат, и она более плотная. Новая основа, здесь действительно другая формула, она вообще незаметна. Она как-то вот обволакивает кожу, что выглядит, как будто это моя родная кожа, просто она вот ровного тона. А вот с этой стороны прямо плотная основа, ее нельзя наносить на веки, потому что она будет утяжелять макияж. И перекрытие здесь более плотное, и я вижу, что нету вот этого сияющего финиша, то есть увлажнение есть. Здесь кажется мне, что даже комфорт и увлажнение побольше, и уже заканчивая нанесение, я могу сделать вывод, что новиночка-то мне нравится. Финиш очень естественный, сияющий. Спасибо Oriflame, что нету таких масляных блинов на лице, что прямо такой юный макияж получается. И покрытие очень нежное, и перекрытие, тем не менее, есть. Думаю, что более плотное покрытие тональной основы Aqua Boost обусловлено еще и тем, что в ней содержатся солнцезащитные фильтры SPF 20, тогда как в линейке с эффектом сияния SPF нет совсем. Поэтому дополнительно позаботьтесь о том, чтобы ваш дневной крем содержал SPF. Если подвести итог, что мы получаем в новой линейке тональной основы с эффектом сияния The One Illusion Skin? 6 оттенков, из которых один холодный, один самый темный, теплый и 4 нейтральных. Это многим может понравиться. Вы выбираете от светлого к темному нейтральные оттенки без риска уйти в желтизну либо в рыжину. Мы получаем абсолютно другую формулу, чем в предыдущей основе Aqua Boost, и оставили здесь ледниковую воду, природную, натуральную, которая обогащает увлажнением эту тональную основу. При этом текстура стала легче, аромат стал нежнее, покрытие здесь полупрозрачное, при этом перекрывает неровности цвета, и здесь есть светоотражающие пигменты, которые придают лицу сияющий финиш, но который не переливается как блин, а дает вот такое вот здоровое сияние свежего молодого лица. Мне кажется, запуск очень удачный. Надеюсь, мои сводчи и пояснения помогли вам сделать правильный выбор. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!